Здорово! Сегодня я построил единственную деревню пингвинов и добавил этих малюток в свой хардкорный мир. А как это было, ты узнаешь сегодня в видео. Лайк, подписка, комментарий. Поехали! И вот мы снова здесь. Ой, кажется, я что-то перепутал. Всем здорово, ребят. Я тоже по вам скучал. Итак, место для постройки деревни пингвинчиков я выбрал прямо за моим домом в этом океане. Здесь как раз есть каменистый берег, который будет фактическим проживанием новых пингвинчиков. Ну, а также здесь есть зимний биом. Я, конечно, не знаю, живут ли пингвины в заснеженных горах, но со снегом они ассоциируются, так что сойдет. Ну, а я погнал делать границы нашей деревни. Итак, как вы могли заметить, моя деревня будет тоже в виде пингвинчика. Ну-ка, ребят, давайте оцените в комментариях мой пиксель-арт. Хотя, мне кажется, я с этой темкой немножко опоздал. Ну ладно, теперь пришло время поднимать стены и двигаться дальше. Вот смотрю я на это все и понимаю, что постройка забора была самым простым в этой деревне. Сколько времени я уже потратил на возведение этих стен, а это всего 1% из того, что я хочу построить в этой деревне. Пришло время заполнить всю эту пустоту снегом. Хорошо, что я как раз неподалеку знаю зимний биом. И речь не о горе, которая находится сзади меня, потому что я не хочу портить вид вокруг своего дома. Ё-моё, какая красота, оно прям нагоняет зимний вайб в эту пору. Так, давай-ка не подходи ко мне, я с тобой дела уже имел, я не хочу второй раз летать с этой горы. Надеюсь, все не будет теперь меня преследовать из-за того, что я выкопаю отсюда весь снег. Теперь мне остается только плотно подкрепиться, вооружиться своей крутой лопатой и иметь в запасе очень много свободного времени, потому что снега мне понадобится добыть очень много. Когда устаешь от однообразия, хочется чего-то совершенно нового, и я знаю, что тебе может помочь, ведь недавно Huiverse объявила о регистрации на второй закрытый бета-тест долгожданной игры The Endless Zone Zero. Увлекательного фэнтезийного ролевого экшена с уникальной атмосферой городского приключения и неповторимым художественным и аудиовизуальным стилем. А невероятное сочетание 2D и 3D графики подарят вам потрясающие визуальные впечатления от футуристической городской эстетики и вайба поп-культуры. Главной фишкой игры является кросс-платформенность, позволяя игрокам исследовать различных персонажей с уникальным оружием и навыками, а также наслаждаться захватывающим игровым процессом на любом устройстве. Она легка в освоении и доставляет удовольствие для новичков, сохраняя сложность для опытных игроков. Игра обладает уникальным и новым сюжетом, который отличается от других игр компании Huiverse, объединяя различные элементы повествования, комиксы, диалоги и компьютерную графику, чтобы создать захватывающий опыт жизни в городе. Действие игры разворачивается в ближайшем будущем после таинственного стихийного бедствия, известного как Впадина. В разрушенном мире появляется город Новый Эриду, который, несмотря на хаос, овладевает технологией сосуществования с впадинами и становится домом для разных групп. Вам предстоит сыграть за профессионального прокси, помогая людям исследовать впадину и сражаясь с врагами. Здесь и начинается ваша история. Чтобы принять участие в наборе на бета-тест, регистрируйся по ссылке в описании и обязательно пройди небольшой опрос. В случае, если все сделано правильно, появится надпись «Регистрация прошла успешно». Присоединяйся с нами прямо сейчас и окунись в увлекательный мир The Endless Zone Zero. Парни, ё-моё, я вам тут все от снега очистил, и вы теперь тут решили спавниться? Нет, так дело не пойдет, давайте заканчивайте, прекращайте это все. Опля, изумрудики. Всего один! А еще кирка на удачу называется, ё-моё. Главное умение вовремя останавливаться, потому что у меня почти сломалась моя лопата. И за это время я успел добыть 2,5 шалкера блоков снега. Собираем это все дело. И вы только посмотрите, что я сделал с этой горой. Также для постройки мне понадобится сиреневый краситель. Передо мной сейчас находится биом под названием Цветочный лес, в котором есть цветочек под названием Лук-Батун, из которого я как раз и добуду этот краситель. Только пока я почему-то его здесь не вижу. Где же он? Это он? Вот же он. Лук-Батун. Да ладно, шучу, вы думали, что я не заметил? Там под деревом еще один есть. Но вообще это место со снежными горами, цветочными полянами и реками просто вау. Жалко, конечно, что такой красивой генерации нет рядом с моим домом. Я только сюда пришел, тут уже какой-то беспредел без меня происходит. И вообще там норм. По-быстрому находим самый центр нашей деревни и заполняем вокруг все это пространство снегом. Братан, ты что тут ходишь до сих пор-то, ё-моё? Это деревня для пингвинов, а не для тебя. Или ты хочешь ее забрать себе? Смотри мне, носатый, я за тобой пристально наблюдаю. Здесь в самом центре будет располагаться главный символ и достопримечательность этой деревни — большой-большой пингвинчик, которого нам с вами предстоит тоже построить. Что, думаешь, самый умный? Я тебя не вижу. Ну так-то вообще да. Все равно я за тобой буду следить. Погнали за ресами. Делаем пурпурные красители и крафтим пурпурный бетон. А плотный лед мы переделаем в синий лед, чтобы сделать пьедестал для нашей постройки. Собираем приготовленные блоки и let's go строить. Вот такой красавец у меня получился. И теперь он своим важным видом будет украшать центральную площадь нашей деревни. Ну как такая милаха могла набрать меньше всего голосов? Ну ладно, с пингвином мы наконец разобрались. А теперь я подготовлю все нужные ресурсы для постройки первого дома. И начиная отсюда я построю свой первый домик.
И остались последние штришки в нашем первом доме. Это сделать крыльцо, а также поставить фонарик и поставить факел внутрь дома, чтобы здесь не спавнились монстры. Потому что они тут уже понаспавнились, ё-моё. Надо скорее переспать эту ночь, чтобы они пропали. И пора скорее приступать ко второму дому. В результате у меня получилось 2 таких уютных домика. И он снова здесь. Также я засадил грядки тут, здесь, тут и немного тут. Потому что у меня не хватило семян. Честно говоря, не знаю, зачем пингвинам нужны посевы, ведь они питаются рыбкой или, возможно, водорослями. Но я просто не знал, что можно сделать в этих местах, поэтому просто засадил немножко пшенички, а также немножко свеколки. Вот. А следующая моя постройка будет отличаться от других домов. Как только я ее дострою, вы увидите, чем она будет необычна. И это здание со странной крышей, отделенное от всех других домов, несет в себе функцию водяной мельницы. И вы, наверное, уже задались вопросом, где вода, а где мельница. Так вот же, здесь все есть. Кажется, это был один из сложнейших переходов. Ну, как я и сказал, это здание будет с водяной мельницей, которая получилась довольно прикольной. Но заполнять все это пространство водой было капец как сложно. Лох. Теперь же в моих планах построить на этом месте огроменную снежную гору. Ну, а где-нибудь здесь было бы неплохо построить домик пингвина-рыбака с личным причалом, который будет выходить к озеру. Здесь я тоже долго не думал и решил сделать небольшой прудик, через который, кстати, было бы неплохо сделать мостик. Кажется, он выбрал режим самоуничтожения. И вас двоих ждет та же участь. Все же как-то странно выглядит, когда сваи и фундамент дома немного свисают вниз. Хотя, если продолжить их до самого дна, то, наверное, уйдет весь бюджет деревни. Но зато на этом дне плавают рыбки, и пингвинчики точно не разорятся. И сейчас я собираюсь построить для них рынок, на котором они будут торговать рыбкой, а также всеми необходимыми пингвиньими штучками. Например, свеклой. Я решил начать строить рынок с небольшого складского помещения. Строим для него столбы, вырезаем и украшаем. А теперь строим крышу. Вешаем сюда фонарик от всяких злых мобов, а снизу раскладываем бревна. Пингвинам ведь они для чего-нибудь-то нужны. Ну, чтобы дома строить, например. Ну и, конечно же, на рынке не обойтись без продовольственных отделов, где будут продаваться необходимые для жизни предметы и еда для пингвинчиков. А для того, чтобы приукрасить рынок, мне придется слетать в свой самый первый дом, потому что там осталось много декоративных ресурсов. И да, мне до сих пор лень перенести оттуда вещи. А я не понял, это что за школа монстров здесь происходит, ё-моё? Я надеюсь, они меня не тронут. Привет, моя милая кисонька. Давно тебя не кормили, моя сладенькая. Вот теперь другое дело. Кстати, надо эту рыбку тоже пережарить. Ё-моё, какой же хаос творится у меня в сундуках. Это просто капец. Нифига, у меня тут нагрудничек завалялся, оказывается. Но на рынок я, пожалуй, возьму вещи попроще. Алмазный сет есть, золотой тоже есть. И даже немножко железного. Нифига себе, какой фартовый сундук. Так уж и быть, мне не жалко. Заберу на рынок новые блестящие штанишки. И также еще сложу несколько витринных образцов. Тем временем забираем рыбку, крафтим пару котлов, 3 стойки для брони. Картина нам тоже не помешает. И, конечно, куда же без рамок. Также поймаем с собой рыбку. Вау, ачивка. И заберем с собой одну ламинарию. Если вы думаете, что я возвращаюсь в деревню пингвинов, то спешу вас огорчить, это не так. Потому что я дома забыл шалкер со всеми ресурсами. Вот и он. Вы посмотрите, как уже живо выглядит наша деревня, хотя я с этой стороны еще ничего не делал. И начнем заполнять наш рынок продовольствием с гриля, потому что он выглядит таким маленьким и уютным. Расставляем сюда рамочки и вставляем жареный лосось и жареную треску. Фиолетовая лавка у нас будет с броней, поэтому расставим сюда лавки, чтобы показать свой ассортимент в виде кожаного нагрудника и золотого шлема. Расставляем рамки, вешаем алмазную броню, железную броню и, конечно же, золотую броню. Вот так вот. Красная лавка у нас будет с морепродуктами, поэтому здесь я хочу поместить раковину наутилуса, тропическую рыбку, а также 2 ламинарии. Сюда у нас неплохо впишется бочка с рыбкой, которую мы поймали. И нет, это не мой косяк, она сама захотела сбежать. Также можно расставить котел сюда и вот сюда, и даже наполнить его водой. В бирюзовом стенде у нас будут продаваться рамки, ведь, как вы видите, они так необходимы на рынке. А в зеленом у нас будет картина, котел и свекла. Вот такой живой рыночек у нас получился. Тихо, тихо. Ё-моё, что это такое? Ну правда, я вроде как делал деревню пингвинов, а не еще одну ферму криперов. Братан. Фух, он ничего не взорвал. Ну сколько вас тут? Это просто капец. Мне кажется, это знак, что нужно заполнять вторую часть деревни. Но сначала все же лучше поспать. А теперь начинаем собирать мостик из все тех же нам привычных еловых бревен, еловых плит, плит из темного дуба, заборчиков, еловых лючков и, конечно, фонариков. А теперь быстренько собираем домик для рыбака возле озера. И теперь все это дело приправим немного еловыми бревнами. Я думаю, они тут будут не лишними. Тем более они по цветам как раз дополняют нашу деревню. А в озере возле дома рыбака, мне кажется, довольно-таки неплохо впишется маяк. Ставим сюда фонарик. И теперь надо скрафтить лодочку. Пусть, например, она будет из темного дуба. Крафтим для нее сундучок и совмещаем их вместе. И вот такая красотища у нас получилась. Теперь мы спокойно можем рассекать вдоль озера по всему городу. Ну, точнее, нашей деревне пингвинов. Как говорил мой хороший друг, нельзя забывать про тропинки. Ведь и правда, деревня без них выглядит как-то пустовато. Поэтому пришло время это исправить. Что ж, вот так уже деревня выглядит гораздо насыщеннее и лучше. Но все равно главные улицы какие-то пустые и темные. Нет, ну правда, вы посмотрите, как здесь темно. И поэтому я хочу эти улицы заполнить красивыми фонарями. Как бы это странно не было, для них я скрафчу сундучки, ворот
воронки, железные блоки. Так, ладно, что-то пошло не по плану. Хорошо, что здесь у меня есть еще немного железа. Только вот теперь надо будет его найти среди кучи этих сундуков. А вот и оно. Делаем недостающие блоки и крафтим наковальни. Ставим наковальню, забор из глубинного сланца, еловый заборчик, воронка, небольшую окантовочку для фонаря и сам фонарь. Вот такая красота у нас получилась. А теперь давайте повторим еще несколько раз. И теперь центральная площадь нашего города выглядит намного красивее и уютнее. Чего, конечно, не скажешь про заднюю часть озера. Но сюда мы вернемся немного позже. Ну а так как я закончил строительство жилой части деревни, то пришло время отправиться на поиски ее жителей. Не жителей, а пингвинов. Ну вы поняли. Для этого мне понадобятся поводки, ну или один поводок. А у меня еще есть с собой, если что. Также нужно скрафтить лодочку. И теперь погнали на поиски пингвинов. И вы только посмотрите, я наконец-то их нашел. Ё-моё, какие они маленькие и милые. Только мне кажется, я спокойно их отсюда не заберу и придется разобраться сначала с ними. Кушаем, надеваем нагрудник и погнали бесить мобов. Дело сделано. Идите сюда скорее, мои милахи. Первый есть, второй пингвин есть, третий есть. И для полного комплекта заберем четвертого. И теперь у меня вот такая банда маленьких пингвинчиков. И эти четверо ребят мне кого-то напоминают. Ну ладно, пацаны, погнали домой. Вы сейчас просто офигеете, какую деревню я вам построил. Между прочим, первую и единственную в своем роде. Ну вы что тут все подцеплялись, ё-моё? Давайте скорее пойдем вместе. Там вдалеке затупок какой-то остался. Походу, это реально пингвины из Мадагаскара. Тут еще одни пингвины ходят. Я уж думал, своих каких-то потерял. Бегаю, ищу поводки, а оказывается, все здесь. А так мы, кстати, продвигаемся гораздо эффективнее. Они еще и плавают быстро, вы посмотрите. Как говорится, умный в гору не пойдет, но это не про меня, поэтому погнали дальше. Мы наконец доплыли до нашей деревни. И вот они, первые жители деревни пингвинов. Ё-моё, ребята, как это круто. И теперь в срочном порядке нужно пополнять наше поселение новыми крохотными микропингвинчиками. Вы только посмотрите, какой он маленький по сравнению с этими пингвинами, а особенно вместе со мной. Вон они пруто приходовали во все, а также рынок. Ладно, что-то я слишком сильно удивляюсь модельке, которую впервые сам сделал и нарисовал. И, кстати, она уже залитая в моем телеграм-канале, откуда ты ее можешь скачать. Только не забудь про лайк и про подписку на ТГ и на мой канал. А мы погнали дальше. Сейчас же мне предстоит забрать самое большое количество снега, которое вы только видели. Ну, по крайней мере, столько снега я вижу впервые. А также у меня есть немножко плотного льда, который мы с вами тоже добыли на стриме. И теперь это все надо будет забрать с собой. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и последний 7. Собираем целых 3 шалкера льда и снега. А ведь помимо этого есть еще другие ресурсы. И, наконец, погнали застраивать место возле озера. По итогу я устал, но зато моя миссия выполнена, ведь это место за озером офигительно преобразилось, и теперь здесь красуется крутая снежная гора с ледяными пиками. Также я решил эту гору разбавить водопадиком и построить рядом с берегом небольшой ледяной айсберг. Ну а с этой стороны странное недостроенное место уже заготовлено под постройку башни, которую я изначально планировал сделать как маяк, но что-то пошло не так. И вот она готова, и это был последний элемент для нашей деревни. И вы только посмотрите, как она преобразилась. Я еще самую малость приукрасил вход в деревню, а также добавил больше мелких деталей и фонариков для уюта. И даже разложил больше снега, который придает живости деревне. Вы посмотрите, он себе целую лодку с сундуком захапал, ё-моё. Ну ничего, братан, это и так твоя деревня, поэтому ты здесь можешь делать все, что угодно. Хоть как он, плескаться под водопадиком. Потому что тут есть водопад, и он себе может это позволить. Вы посмотрите, как кайфово выглядит сверху деревня. Особенно, какой у меня получился пингвинчик в центре деревни. Я же надеюсь, вы все его уже заценили в комментариях. И этих милых крох, за которых никто не голосовал. Ути, господи, аж яичко снес меня. Кстати, с высоты птичьего полета видно, что айсберг выполняет роль клюва. Вот такой небольшой тематический прикол получился. Очень жаль, что за них так мало людей отдало свой голос. Зато теперь они увековечены в моем хардкорном мире. Ну и не забывай про лайки, подписки, комментарии и телеграм. Ну а с вами был Микроман. Пока.